Приветствую, друзья! Сегодня я продолжаю анализировать резонансные события, которые затрагивают мировую энергетику. В центре внимания катастрофический газовый кризис в Европе и его последствия для мировой экономики. Европейский Союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию, вводя все новые санкции, новые ограничения, в том числе в сфере поставок энергоресурсов. Но я думаю, сейчас пришло время разобраться и открыть шире глаза, а привели ли эти санкции к краху российской экономики? Или же мы с вами наблюдаем обратный эффект, который наносит удар по самим европейским странам? И начну с давления на российский ЛНГ-сектор, то есть сжиженный природный газ. Если раньше удары наносились в основном по российскому трубопроводному газу, то теперь целью санкционной войны стал именно ЛНГ. Однако американская и европейская стратегия, которые были направлены на ослабление России, не только не сработала, но и привела к дестабилизации энергоснабжения по всей Европе. Особенно это ударило по Венгрии, о чем неоднократно заявлял Виктор Орбан, и по Словакии, где Роберт Фицо до сих пор обвиняет Украину в прекращении поставок газа. Получается, что вместо того, чтобы поставить Москву на колени, эти меры угрожают энергетической безопасности самого Евросоюза. Какие же последствия может это иметь в долгосрочной перспективе и какие риски несет Европа, идя на столь жесткие санкции против крупнейшего поставщика энергоресурсов? Но прежде чем перейдем к детальному разбору ситуации, хочу напомнить вам подписаться на канал, чтобы остаться в курсе важнейших мировых событий. Буду благодарен за вашу поддержку лайком и оставляйте свое мнение в комментариях. Итак, хочу вам напомнить, что санкционное давление на российский топливоэнергетический комплекс нарастало еще с 2014 года, но по-настоящему жесткие ограничения в отношении ЛНГ были введены лишь в 2022 году. Это произошло летом 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Именно тогда Евросоюз принял решение о запрете поставок в Россию оборудования и технологий, которые необходимы для производства сжиженного природного газа. Эти санкции стали самыми болезненными и разрушительными для российской ЛНГ-отрасли, перекрыв доступ к ключевым технологиям, на которых она базировалась долгие годы. Проблема состояла в том, что практически все российские ЛНГ-заводы строились именно с использованием иностранных технологий и иностранного оборудования. В мире существует лишь несколько компаний, обладающих полным циклом компетенций в крупнотоннажном производстве сжиженного природного газа. Это международные гиганты, возможно, вы о них слышали, которые контролируют рынок и лицензируют свои технологии, например, Linde, Shell, APCI и несколько других ведущих мировых игроков. Таким образом, запрет на использование этих технологий поставил российскую ЛНГ-отрасль перед серьезными вызовами, вынуждая тем самым искать альтернативные пути и разрабатывать собственные решения. В России сейчас происходит не что иное, как технологическая революция. Развитие новых технологий идет в тесном сотрудничестве между крупнейшими компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами. Путин в одном из прямых эфиров заявил, это стратегическое направление, которое является ключевым элементом к технологическому суверенитету и независимости. Слишком долго Россия полагалась на западные технологии и оборудование, хотя у нее всегда были таланты, воля и возможность того, чтобы развивать собственные передовые решения. Таким образом, друзья, получается, что Россия на протяжении десятилетий закупала критически важные технологии и оборудование у западных компаний, но введенные санкции заставили ее ускорить развитие собственных технологических решений. Введенные США и Европейским Союзом санкции поставили точку в эпохе зависимости от иностранных поставщиков, которые всегда держали ключевые технологические разработки под своим контролем. И на данный момент российские компании разрабатывают аналоги западного оборудования, а государство активно финансирует научные исследования и производство. Таким образом, друзья, как мы с вами видим, санкции, которые Запад использует как инструмент давления на Россию, привели к непредвиденному эффекту, то есть консолидации российского промышленного и научного потенциала. По сути, Россия перестает быть заложником западных технологий и создает условия для долгосрочной самостоятельности в стратегически важных отраслях. Эксперты отмечают, что Запад мечтает вернуть Россию в 90-е годы, когда она была вассальным государством, а ее ресурсы свободно раздавались. Но на самом деле за последние десятилетия, как мы видим,
Запад предпринимал все новые попытки ослабить экономический и энергетический потенциал России, а война в Украине стала лишь формальным поводом для новой волны ограничений, цель которых обратно же нанести максимальный урон российской экономике и сломить ее энергосектор. Однако, вопреки этим ожиданиям, российская промышленность адаптировалась и начала стремительное развитие в обход санкционных барьеров. Еще с ноября 2023 года российский сектор сжиженного газа оказался под беспрецедентным санкционным давлением, и первый удар нанесли США, введя адресные санкции против проекта Arctic SPG. Затем, спустя несколько месяцев, Евросоюз утвердил очередной пакет санкций, который еще сильнее усложнил ограничения в отношении российских энергоресурсов. Однако, друзья, я хочу заметить, что ключевую роль в этом санкционном давлении сыграли конкретные лица, которые на протяжении многих лет проводили политику сдерживания России. Одной из ключевых фигур, которая продвигает санкции против России, является Джеффри Пайет. Это человек, который уже давно известен своими антироссийскими взглядами. Многие могут помнить его как бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Украине, который сыграл важную роль в событиях Майдана 2014 года. Тогда средства массовой информации писали, что именно Пайет был тем самым дипломатом, которого поймали на телефонном разговоре с Викторией Нуланд, когда они обсуждали, кто именно должен занять посты в новой украинской власти после переворотов. Этот скандальный случай лишний раз показывает, что Вашингтон действительно напрямую вмешивался в формирование нового украинского правительства, тем самым продвигая своих ставленников и влияя на дальнейший политический курс страны. При Джо Байдене именно Джеффри Пайет возглавлял санкционную политику Соединенных Штатов Америки в отношении России, тем самым координируя новые пакеты ограничений и продвигая жесткие меры против российского энергосектора. Аналитики, анализируя его последовательную политику давления на Москву, заметили, что он, похоже, испытывает личную неприязнь к России. Все это говорит о том, что санкционная война против России – это не просто экономические меры, а целенаправленная стратегия, за которой стояли конкретные люди и интересы. Одной из самых серьезных последствий санкций, наложенных на российскую газовую отрасль, стала ограниченная возможность транспортировки сжиженного природного газа из арктических проектов. Об этом предупреждали и ведущие эксперты в области энергетики. На сегодняшний день главной уязвимостью российской ЛНГ-отрасли остается нехватка ледокольных газовозов, которые могли бы без проблем перевозить СПГ в условиях суровой арктической зимы. Западные санкции намеренно ударили по этому слабому месту, чтобы создать максимальные трудности для экспорта российского сжиженного газа. Однако для России это оказалось большой проблемой на самом деле, и быстрое решение этого пока не просматривается, поскольку строительством новых специализированных судов занимают годы, а западные верфи, традиционно производившие такие суда, теперь закрыли доступ к этим технологиям для России. Одним из возможных решений, которое сейчас рассматривается в России, является перенаправление части ледокольных танкеров с проекта Ямал-СПГ на новый проект Arctic SPG-2, который расположен в еще более сложной ледниковой зоне в Сибири. Я посмотрел информацию, и оказалось, что все танкеры, построенные для российских СПГ-проектов, были произведены на южнокорейских верфях, а их новые поставки в Россию заблокированы санкциями. Это означает, что даже если Россия решит перераспределить существующий флот между своими ЛНГ-проектами, это не решит на самом деле проблему в долгосрочной перспективе, поскольку новые суда пока не поступают в эксплуатацию. Поэтому сегодня российские власти и крупные энергетические компании активно ищут выход из сложившейся ситуации. Один из возможных сценариев – это создание собственной судостроительной программы, которая позволит обеспечивать страну необходимыми танкерами без зависимости от иностранных производителей. Однако, как я уже сказал, разработка и постройка таких судов потребует значительного времени и инвестиций. Некоторые эксперты считают, что существуют шансы на смягчение санкционной политики против России после того, как Дональд Трамп вновь стал президентом Соединенных Штатов Америки. С приходом Дональда Трампа многие ярые противники России в Вашингтоне потеряли свое влияние, а значит появилась возможность для пересмотра жесткой санкционной политики. И здесь, друзья, я хочу вам напомнить, что во время еще первого президентского срока Трампа
Против него активно продвигалась теория о сговоре с Россией, что сам Трамп называл охотой на ведьм. Учитывая его неприязнь к тем, кто распространял этот ложный нарратив о его связях с Кремлем, сегодня он будет менее заинтересован в продвижении политики тотального давления на Россию. Кроме того, мы за последнее время видим негативные последствия данных санкций. Цены на энергоносители в Европе выросли, что ударило по европейской экономике. Россия смогла успешно обходить данные санкции, используя теневой флот нефтяных танкеров, которые работают без западных страховок и флагов. А эксперты полагают, что аналогичная схема может быть применена и к транспорту СПГ. То есть Россия может использовать независимые танкеры компаний, которые не зависят от западной инфраструктуры и будут работать в обход санкционных ограничений. Первая партия сжиженного природного газа с нового завода Arctic SPG-2 была произведена в конце 2023 года. По самым оптимистичным прогнозам, экспорт российского СПГ с этого завода, то есть по-настоящему крупные объемы продаж, ожидаются в 2025 году, когда все технологические линии выйдут на полную мощность. Хочу вам еще сказать, что в обычных рыночных условиях российский сжиженный природный газ, добываемый в Арктике, имеет более высокую рентабельность, чем СПГ его глобальных конкурентов. Это связано не только с богатыми природными запасами России, но и с уникальными климатическими условиями Сибири, которые играют ключевую роль в снижении себестоимости производства газа. Низкие температуры в Арктике снижают, соответственно, затраты на сжижение природного газа, что делает российский СПГ на 20-40% дешевле, чем аналогичный продукт из Катара, Австралии или тех же Соединенных Штатов Америки. Поэтому, как вы понимаете, в условиях, когда мировой спрос на энергоносители продолжает расти, а западные санкции вынуждают Россию искать те новые решения, эта ценовая конкурентоспособность становится важным стратегическим преимуществом. Помимо природного и экономического преимущества, стратегическое географическое расположение России также играет важную роль в экспорте сжиженного природного газа. Северный морской путь открывает перед Россией новые возможности для экспорта, позволяя оперативно поставлять СПГ как на западные, так и на восточные рынки. Особенно перспективны восточные направления, поскольку быстро растущий спрос на энергоносители в Азии делает этот регион ключевым рынком для российских поставок. Также восточные российские проекты, такие как Сахалин-2 и, как я уже сказал, Arctic SPG-2, находятся ближе к азиатским рынкам, что снижает логистические издержки. И Россия, конечно же, активно развивает сотрудничество с Китаем, с Индией и другими азиатскими странами, что способствует росту экспорта российского СПГ. Хотя Запад продолжает ужесточать свои санкции с каждым пакетом, эксперты уверены, что они не станут фатальным ударом по российской СПГ-индустрии. Да, санкции действительно замедляют реализацию отдельных проектов, но не могут уничтожить отрасль в целом. Как заявляют эксперты, у российской промышленности есть две ключевые задачи на сегодня. Первое – это технологическая независимость, то есть Россия должна полностью отказаться от западных технологий и развивать собственные мощности по сжижению газа. Вторая задача – это собственный флот газовозов, создание независимой от санкций арктической флотилии для перевозки того же сжиженного газа. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, Брюссель нацелен на сокращение европейского спроса на российские СПГ в ближайшие 2-3 года и может полностью отказаться от поставок российского газа. Поэтому Россия перестроилась уже на азиатские страны, где и активно ведет переговоры. В начале июля 2024 года, например, вице-президент России Александр Новак заявил о расширении сотрудничества с Индией в газовом секторе, включая поставки СПГ. В конце июня 2024 года Россия уже подписала меморандум о сотрудничестве между российским Новатэком и Петровьетнам, что открывает новые перспективы в Юго-Восточной Азии. Также во время визита Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года он подтвердил, что Новатэк планирует развивать СПГ-проекты в стране, что позволит России и дальше укрепить свое присутствие в данном регионе. И здесь следует учитывать, что те же страны БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества испытывают растущую потребность в энергоносителях, что делает их приоритетными партнерами для России на данный момент. Друзья, как мы видим, санкционная политика Запада приводит к неожиданным на самом деле последствиям, затрагивая не только Россию,
но и сам Евросоюз. Что вы думаете по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте также подписываться, чтобы не пропустить важные выпуски. Ставьте лайк, это лучшая поддержка моего труда. До встречи и хороших вам новостей!